использования для общего блага. And not only for ourselves. А не только для самих себя. Even a divine experience, И божественный опыт you can experience, you can appreciate, and you can really get benefited by the divine experience only when you get it in group consciousness. Божественный опыт, мы можем его получить, и получить какой-то, мы можем его испытать и получить какую-то пользу от него только когда он находится, когда мы находимся на групповом сознании. If you want to develop only on individual basis, only as for yourself, it is not possible, it is difficult. Если мы хотим развиться только на индивидуальном уровне, это будет очень сложно сделать. Или почти невозможно. Without any group relationship, без какого-либо отношения себя к группе, if I want to develop to be highly spiritual, если я хочу развить в себе очень высокую духовность, стать очень духовным, that becomes only glamour. Это становится наваждением. We must disengage ourselves constantly Мы должны всегда себя отстранять from the personality от личности and find where intuition will take us. И найти то место, куда нас интуиция приведет. Then we travel upon the wings of the soul. Тогда мы путешествуем на крыльях души. And we will become the messenger of God. И мы становимся посланниками Бога. Like Mercury. Как Меркурий. When you are studying astrology, когда вы изучаете астрологию, about Mercury, когда вы изучали астрологию, вот мы изучали Меркурий, he is called messenger of God. И вы должны помнить, что его называют посланником богов. Also, we will study few sentences directly from the books of Master Jwalkul. Также мы возьмем несколько предложений прямо из книги мастера Джвайкула. The intuition has no relation to psychism. Интуиция, она не относится к psychic, это психические способности, там ясновидение, там вот это вот все. Either higher or lower. Either higher or lower. Интуиция не относится к психическим возможностям, она находится. Psychism means выше или ниже. The seeing of a vision, the hearing of some voice, of the silence. В этом случае психические возможности – это исцеление, видение, ну вот какие вот ясновидения, яснослышание. Sometimes we feel that we are listening to some voice. Иногда мы чувствуем, что мы слышим какой-то голос. And then we can know the future. И что мы можем знать будущее. And we can see some visions. И что мы можем видеть какие-то видения. Once an old lady, однажды пожилая женщина, a devotee of Kumara, the Shanmukha, преданная Кумара или Шумбаки, это сын Шивы. I told you the son of Shiva. Несколько дней назад я вам рассказывала, что это сын Шивы. She visited Bhagavan Ramana Maharshi. И вот эта женщина пришла in Tiruvannamalai.
И в Тирвани Мала есть место Рамана Махарши. So she said to him И она ему сказала, that I have seen this Kumara я видела этого Кумара. in my dream very brightly. В моем сне он был таким ярким. I had a direct vision of Kumara, she said. Я четко видела, у меня было четкое видение Кумара. Then he asked her, how is he? Please describe. И он попросил ее описать его. So she described that his body is made up of gold and Его тело было сделано из золота, говорила она. and he is very glittering and radiating. Он весь блестел, из него струился свет. And his peacock is also there with him. И также с ним был павлин его. And he is holding the trishula in his hand И он держал тришуру, оружие в руках, and smiling to me. и улыбался мне. So he heard all these things Он все это услышал and then he said, и сказал, he who appeared before you in the vision is not really this Kumara. он сказал, что тот, кого вы видели в вашем видении, это не Кумара. Then she was shocked and said, then who is he? И она сказала, а кто же это тогда? Then he said, he is the son of your mind, your wishful thinking. Он сын вашего воображения. So this is an example for psychism. И вот это вот пример вот этих вот психических способностей. Шоу, вот это вот нормальный, как это шоу Because называется? most of the people think that spiritualism and spiritual practice is having all these visions, visioning with the voices and all the imagination. This is all not at all. Многие думают, что духовность это вот слышание всяких голосов, это видение всяких предметов или божеств. This is all a wishful thinking. Но это все наше желание, наше мышление. It is what is called Это то, что называется Kama Manas. это то, что называется кама манас. Manas means mind. Манас это ум. So it is your own mind which has such wish, such desire which made you all these pictures and all these things which you feel that you are vision. Это наш ум, который сделал проекцию всего вот этого от наших желаний. And kama means desire, right? И кама означает желание. What is your question? Ваш вопрос. Так, я сначала по-русски повторю, чтобы, если я правильно поняла. Значит, у вас есть какой-то знакомый человек, с которым вы встречались, и который вам говорил о событиях, которые произойдут через определенное количество времени. Они не были связаны с вами, и они происходили. Как это можно объяснить? Правильно? So he has a person that he knows that has told him that so and so will happen to this person in 2 years or 3 years, and so these things that he has told him were not about him, as in Vladimir, but they were about some other people, and they have happened. Mm-hmm. Good. How can you explain that? Yes, but that is not difficult because Это несложно, потому when you что are at certain degree of practices, then your mind can project. It can be projected into the future,
Когда вы находитесь на определенном уровне, когда вы занимаетесь практиками, тогда ваш ум, он может проектировать будущее. That is not difficult. Any one of us, we can, by some practice, we can get this. И все, если мы будем это практиковать, то мы все сможем это сделать. Это не тяжело. But as far as intuition is concerned, Но это не интуиция. it should reflect. Интуиция Because должна отражать. It should reflect in your transaction with the other people. Она должна отражаться в вашем общении с другими людьми. And also there will be nothing that to show to somebody. И она не для того, чтобы показывать ее другим. Она не на показ. It will be silently used for the welfare of the others. Она будет молча использоваться для блага других. So the intuition has no relation to psychism, either higher or lower. Так вот, всё. Интуиция не относится к вот этим вот паранормальным психическим способностям, то ли они высшие, то ли высшим способностям или более низким способностям. It is not only seeing of symbols. Это не только видеть символы. Because seeing the symbols and seeing the future, these are some special sort of perception. What perception? Special type of perception. То есть видеть будущее или распознавать какие-то символы – это особое восприятие. And the capacity to tune in the universal mind. И возможность настраиваться на космическое сознание Upon the layer of its activity, upon the layer of the activity. На уровне его активности. Which produces the patterns. Это дает узор, The forms on which форму, all the etheric bodies are based. на которой все эфирные тела существуют. And also intuition is not intelligent psychology. И также интуиция – это не интеллектуальная психология. And it is not just loving desire to help. Это не просто стремление помочь. Intuition is never a desire. Это не устремленное желание помочь. Интуиция никогда не является желанием. Intuition emanates from the interplay of a personality. Интуиция происходит с личностного плана, Governed by a strong soul orientation. и управляется духовной Soul ориентацией души. And the group Can you intuition emanates. can you tell me the whole sentence so I know the meaning and so I can Yeah, intuition emanates from the interplay of personality governed by a strong soul orientation and group conscious soul. Интуиция, она находится на личностном плане, но это все должно быть в межличностном плане, это все должно быть под контролем души и
и группового сознания. Intuition is Интуиция – это a comprehensive grip of the principle of universality. It is a comprehensive grip of the principle of universality. Ну да. One more time. Intuition is a comprehensive grip. Grip means hold. Yes. Of the principle of universality. Интуиция – это четкое понимание всего космического, принципов космоса. At its highest point, На ее высшей точке it is known as universal love. она известна как космическая любовь, Which has no relation to sentiment которая не относится к чувствам or to the affectional reaction, или к чувствительной реакции, but it is predominantly of the nature of identification with all the beings. но в свою большую часть это отождествление себя с другими. Себя со всеми другими существами. At its highest point, На своей высшей точке it is to be known as the universal love, интуиция – это космическая любовь, which has no relation которая не относится to sentiment к чувствам, к сентиментальности or to the affectional reaction, или к этой чувственной реакции, чувственной реакции, and it is predominantly и в свою большую часть, в большем счете, in the nature of identification with all the beings. это природа отождествления себя со всеми другими существами. So when you see other beings, Когда мы видим других существ, you should feel that it is the reflection of yourself. мы должны чувствовать, что это отражение вас, So for such a person, Для такого человека others do not exist. другие не существуют. Only the one I am. Существует только я есть. So intuition should lead to this. И интуиция, она должна вести к этому. Intuition is light itself. Интуиция является светом. And when it is functioning, intuition is light itself. And when it is functioning, И когда она правильно работает, the world is seen as light. тогда мы весь мир видим как свет. And the light bodies of all forms become gradually apparent. That means when you see all forms, all beings, И когда мы видим все формы существ, it is not just merely the sight of physical forms, и мы не просто видим физическую форму, but you will be able to perceive но мы сможем воспринимать the real light body of the other being. настоящий свет, который находится в других. So you can perceive to the soul level. То есть мы сможем видеть на уровне души. So our perception of the physical frame has no much significance. То есть наше восприятие физической формы, оно не несет никакой важности. This brings with it the ability to contact the light center of all forms. Это несет возможность связаться с центром всех форм, центром света всех форм. Light center means soul. И вот этот вот центр света, это означает душа.
So the contact with the other person will be a soul contact. То есть наш контакт с другим человеком, он будет контактом души, потому что она одна. Many times if we come across some persons Часто мы видим людей, who claim которые говорят, that they are making soul contact, что у них устанавливается душевный контакт с душой. so whether it is a soul contact or not, Душевный это контакт или нет, it can be determined можно понять by the sentimental and emotional behavior of the person. по эмоциональному и сентиментальному поведению человека. Even the least amount of sentiment or emotion cannot make it possible to have a soul contact. Если присутствует хоть немного эмоций или немного сентиментальности, тогда человек не может войти в этот вот контакт с душой. So when there is Когда есть a contact is established with the light center of the other person, контакт с other этим person, вот центровым светом другого человека, then again an essential relationship is established. An тогда, essential relationship means it is a relationship of the indweller, of the soul. тогда это контакт обитателя наших тел. Ну он же один. And the sense of superiority and sense of separateness, it fades away. Чувство превосходства и разделение себя от других, оно уходит тогда. Intuition therefore brings with its appearance three qualities. Поэтому у интуиции есть три качества. Illumination, Свет, свечение, сияние, свет, understanding, понимание and love. и любовь. Повторить? Любовь, понимание и вот этот вот внутренний свет или освещение, свечение, сияние, как хотите. Intuition is the opposite of illusion. Интуиция – это противоположность иллюзии. Because illusion imprisons a man Потому что иллюзия, она сковывает человека upon the mental plane. на ментальном уровне, привязывает его на ментальном уровне. And surrounds him entirely with man-made thought forms. Man-made. Thought forms. И она окружает его с человеческими формами. Thought forms. Человеческими мыслеформами. Thought forms. They didn't understand this one. Thought form. Whole sentence. Illusion Иллюзия surrounds him окружает человека entirely with man-made thought forms.
полностью с мыслеформами, которые сделал сам человек. And it obstructs our escape into the higher realm of awareness. И это становится преградой к It obstructs our escape into the higher realms of awareness. Нашу возможность подниматься выше. Yeah. Yes. Illusion obstructs. Иллюзия – это препятствует The escape of our consciousness возможность нашего сознания перейти into the higher realms в более высокие миры, from the lower. нижних. So therefore illusion is opposite of intuition. Поэтому иллюзия – это противоположность интуиции. Through the intuition, Через интуицию man arrives at the experience of the kingdom of God. человек приходит к опыту Царства Бога. So this is also very important. И это также очень важно. So this is a very important sentence to be remembered. Это очень важное предложение, которое мы должны запомнить. Through the intuition, man arrives at the experience of the kingdom of God. Через интуицию человек приходит к опыту Царства Бога. And discovers the nature И раскрывает природу, the type of lives and of phenomenon. жизни и феномены. Разные жизни и феномены. And the characteristics of sons of God. И характеристики в множественном числе сынов Божьих. So that which is opposite of illusion is intuition. То есть еще раз, то, что противоположность иллюзии – это интуиция. The intuition is that recognition of reality. Интуиция – это распознавание реальности, Which becomes possible которая становится возможной, as the glamour and illusion will disappear. когда наваждение и иллюзия уходят. So I am only picking up some sentences. То есть я беру только определенные предложения из этой книги, только некоторые из них. Once man is impersonal Когда человек становится безличностным and free from the reactions of the lower self, и освободил себя от реакции своей более низкой природы, and his consciousness is illumined by the clear light of intuition, и его сознание светится этим светом интуиции, чистым светом интуиции, then his window of vision becomes clarified. тогда окно его видения становится чистым. I will repeat the sentence. Я повторю это предложение. Once man is impersonal Когда человек становится безличностным and free from the reactions of the lower self, и освобождает себя от реакции своей низшей природы,
and his consciousness is illumined by clear light of intuition, и его сознание освещается